Марина Урванцева. Если вы масло выдавливаете заранее, то тюбики с собой носите. А если носите, зачем заранее? Время пребывания на пленэре экономите? Ну, я беру с собой необходимые тюбики, которые сильно идут. Белила, ультрамарин, ну, какие-то, которые могут кончиться. Потому что жалеть масло – большая проблема художников, которые жалеют масло, краски. Дорогие же, понятно, что для всех дорогие, для меня тоже. Но если ты жалеешь, ну, без масла не напишешь, даже пирожок не поджаришь. Хотя янтык готовит без масла, вот эти вот чебуреки. Янтык с сыром, с зеленью, без масла. Ну, там чебурек есть, а краска для нас – это основное. Как можно… Масло – это имеется в виду краска, а не то, что на чем жарят. Бывали такие случаи, что забудешь какую-то краску, например, ФЦ, а вот прям она очень нужна. Ну, потому что море, например, прям такие ФЦшные разливы. Приходилось бежать в солнышко, магазинчик здесь есть, чтобы купить. Поэтому я, наученный опытом, беру все-таки запас, коробочек с красками на всякий случай. А почему выдавливаю заранее? Ну, потому что ты приходишь, хопа, и у тебя все готово. Ты действительно не теряешь времени. А Колчанов 83. Будут ли мастер-классы не в России? К сожалению, въезд в Россию мне заказан. Будут. Я жду, как и все мы, когда закончится черная полоса. Марина Урванцева насчет усидчивости. Я бы назвала это усердием, внимательностью, умением сосредоточиться. Мне тоже этого не хватает. Начинаю за здравие, а заканчиваю абы как. С определенного этапа работы не знаю, что делать. Вот мы художники. Мы можем писать по-разному. Ну, в принципе, да, можем все. Хорошо, вот вы смотрите какой-то каталог какого-то художника, какую-то работу, которая вам очень понравилась, как она решена. Но возьмите это решение за основу и на этой основе создайте свое произведение. Держите это в голове. Будет некая канва, план, дорога, по которой вы идете со своим мотивом. Но решайте это вот таким способом. Вы таким образом нарабатываете различные варианты решений. И постепенно выходите на свою дорогу и становитесь узнаваемы и так далее. Вы решаете, это уже будет ваш стиль, потому что он будет всегда, как бы вы ни хотели кого-то там скопировать, насмотренность разная, умения разные, вы будете проглядывать, ваши умения будут кристаллизовать свой стиль. Epic Punch. Скажите, пожалуйста, если я в картинах иногда использую мазки по 2-3 миллиметра в некоторых моментах, это не страшно? Не вычурно, но потерял, например, художник на причале все кисточки. Осталась одна, вот, которая 2-3 миллиметра. Что, он куда-то, его стиль исчезнет, что ли? Варите вы макароны, например, Барилла. Первый номер тонюсенький и 10-й номер толстющий. Вкус-то не изменится, все равно это будет Барилла. Просто вы дольше будете обрабатывать поверхность. Например, кисточкой такой вот вы красите забор. Ничего не изменится, просто вы дольше будете его красить. Или лицо, например, умываете не ладонями вот так вот, а пальцем одним, мизинцем. Ну, дольше просто будете. Все равно оно будет чистое. Владимир Шатеев. То мальчик заметил, что вы неаккуратно рисуете, то мужчина поведал о нечетких краях акварельного наброска. Да, он говорил, что не резко как-то. Не утомляют такие мнения прохожих. А вчера подошел тоже человек и тоже хотел это самое, ну там купить, и начал советовать. Он говорил, нарисуйте портрет. Видел, что я портрет пишу? Он говорит, за сколько портрет напишешь? Я говорю, да не буду, я не умею писать. Как не умею? Ну ты же пишешь. Ну не умею, не получается у меня. Да нет, не раздражает, потому что если ты целиком в работе, настолько глубоко это тебя трогает, ну кто может помешать? Ну ты смотришь, наверное, кино, например, какое? «17 мгновений весны». Или там какой-нибудь «Санта-Барбару», какой-то там Круз или чего-то там. Страдают, в общем, все, плачут.
богатый. Ну, кто может тебя оторвать от этого захватывающего сюжета, когда у тебя самого слезы текут на рубашку? Скорее отстань, дай досмотреть серию. Уже 3 года идет. Игуана, подскажите, где купить палитру для масляных красок с пропиткой? Или возможно пропитать самостоятельно? Ну, а что ж не пропитать? Олифой пропитывают обычно. Но лаком, лучше всего лаком. Просто купите в строительном магазине лак и кисточкой покройте. А сверху, там, где краски уже замешиваете, я кладу такую пластиковую панель для лепки пластилина или еще какую-нибудь купить тонкую, чтобы белый был пластик. Почему белый? Потому что к белому цвету очень хорошо ты замес делаешь нежный, тончайший, то есть белила и немножко какого-то цвета. Видна разница к белому отношению сразу. Потому что если холст уже замазан, там все белое исчезло давно, а это-то остается. Вот камертон. А палитру как у меня купить? Ну, я же придумал вот эти вот палитры. После этого стал их выпускать человек Краевский. Обратитесь к нему. Юнона Богинская. Скажите, что делать с неудачными работами? То есть, как использовать холсты на подрамниках, давно испорченные масляными красками. Писать еще сверху, прям пишите. Протерли чесночком или ретушным лаком. Но нету ничего, ни чеснока, например, голодный год, и тем более ретушного лака, он вонючий такой. Ну, обычным лаком с растворителем протерли, и все, и пишите на здоровье. Если там, конечно, килограммами нависло, все, переверните холст на другую сторону, и опять. Чего же добру пропадать? Ну, порезать его можно на куски, на этюды на маленькие писать, этюды на них. А у Кустодиева, по-моему, есть работа, да не по-моему, а точно, я видел ее живьем. Огромный холст написан с 2 сторон. Висит прям так вот посредине выставочного зала. Какая-то в бане там женщина такая, с огромными возможностями. И с одной, и с другой стороны. Вот, кстати, идея. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, комментарии. Заходите в мою онлайн-школу, смотрите уроки. Будем двигаться к мастерству. 48-й урок в моей онлайн-школе. Букет сирени. Разные по цвету бутоны сирени на нейтральном сером фоне. При кажущейся простоте задача очень интересная и довольно сложная, потому что нам нужно научиться сравнивать тонкие отношения, нюансные, по большим пятнам. Когда глаз настроится окончательно, тогда будет все легко. И основная моя задача – вести вас к легкости в живописи, к тому, чтобы вы испытывали наслаждение, не трудности, сомнения, а наслаждение. Это достижимо. 48-й урок «Букет сирени» не пропустите.